Если вы не академический музыкант, то читать с листа и работать с нотным станом вам не придется, скорее всего, никогда. Но хорошо понимать гитарную схематику — это необходимо. Перед вами аппликатура гитарного грифа. Начать надо с того, что шестая струна находится всего ближе к вам. То есть точно так же, как если бы гитара грифом кверху лежала у вас на коленях. Соответственно, первая струна, самая тонкая, будет на самом верху или дальше всего от вас. Далее мы видим обозначения ладов. Как правило, они присутствуют. Нигде не зажатая струна, то есть открытая, это всегда нулевой лад. И далее в порядке увеличения. Каждый металлический порожек прибавляет 1 Вт или 1 полутон, о чем мы говорили ранее. На физическом грифе присутствуют инкрустации. Вот такие вот точки, отмечающие, как правило, 3, 5, 7, 9 и 12 лады. На классической гитаре немножко по-другому. Но, тем не менее, их может и не быть. На аппликатурах же их, как правило, нет вообще. И здесь они изображены только для примера. Также на аппликатурах отображают гитарный строй. Обычно это делают, если он не является стандартом. Стандартный строй так и называется. И стандарт тюн или ми стандарт. Здесь он отображен для примера, где первая и шестая струна — это ноты ми, вторая струна си, третья соль, четвертая ре и пятая ля. В какой октаве эти ноты находятся, в общем, не важно. Это вы можете посмотреть позже на схеме, которая была в предыдущем видео. Ну и расположение нот на грифе гитары, оно вытекает из гитарного строя и последовательности полутонов, которая никогда не меняется. За нотой ми всегда идет нота фа, далее на один полутон выше фа диез, соль и так далее. Так работает на каждой струне, на каждом ладу. Этот порядок не может поменяться. Соответственно, вы можете либо выучить гриф целиком, либо, выучив хроматику, спокойно отсчитывать любую ноту при необходимости. Такие емкие горизонтальные аппликатуры, они обычно нужны, чтобы отражать либо аккорд целиком, либо гамму целиком. То есть прям по всему грифу, либо на значительном его участке. В остальном используются аппликатуры для гитарных аккордов. Перед нами все та же схема, только теперь она повернута на 90 градусов по часовой, и мы воспринимаем ее вертикально, то есть как будто бы гриф в вертикальном положении смотрит прямо на нас. Обозначим на нем какой-нибудь аккорд. И посмотрим, что все это значит. Цифрами отображаются пальцы левой руки, которые используются в этом аккорде. Рядом со схемой всегда есть обозначение или цифровка этого аккорда, об этом поговорим чуть дальше. Закрытые или неиспользуемые струны обозначаются крестиком, и открытые, нигде не зажатые струны обозначаются ноликом. Давайте попробуем его воспроизвести. Нумерация ладов в таких аппликатурах ставится не всегда. Если аккорд играется в самом начале, он просто не нуждается в обозначении ладов, потому что и так понятно, что это первый, второй, третий, ну или четвертый, если он там есть. Если же мы хотим построить аккорд в другой позиции, то есть выше по грифу, иногда это бывает даже очень далеко от начального лада, например, вот такой, то нам потребуется немножечко более информативная схема. В принципе, это та же самая схема, добавляется только номер первого лада в позиции. И от него мы легко сможем понять, какие лады вообще используются. Также мы можем встречать вот такой протяженный эллипс или сплошную дугу с обозначением одного пальца. Это значит, что несколько струн или вообще все струны перекрываются одним единственным пальцем. Называется это барре. В случае, когда все струны перекрываются, это полная барре. Когда несколько, например, вот так вот мизинцем 3 струны подряд, это называется малая барре. Ну, в общем, тут добавить и нечего.
или, проще говоря, табы. Это такой формат записи, где мы наблюдаем последовательность играющихся нот или созвучий. Вот пример. На данной схеме мы видим наши струны в том же формате, как мы уже оговаривали изначально, и играющиеся на этих струнах лады. И читаем слева направо. Третий лад на пятой струне, второй, третий, пятый на четвертой, второй на третьей и дальше по логике. В конце мы видим записанный в один вертикальный ряд аккорд. То есть, если ноты записаны в таком виде, значит, они играются в один момент времени. Ну и все целиком. Тут надо добавить, что данный пример крайне малоинформативный. Это действительно пример. Вообще в табулатуру вписывается и строй, и темп, и все, что касается звукоизвлечения. Какие приемы, ну и так далее, и так далее. Циферно-буквенное отображение аккорда. Максимально простая вещь, но стоит все-таки специально для людей с академическим образованием внести маленькую ясность. Цифровка аккорда не имеет никакой связи с функционалом, с тональностью, со ступенью, вообще ни с чем. То есть записанный аккорд должен исполняться так, как написано. И не надо ничего вычислять при этом и разбираться в нюансах. Давайте возьмем пример. Два аккорда. Ля минор и фа диез уменьшенный септаккорд. Несмотря на кажущуюся сложность, записываются по одному принципу. В левой части цифровки всегда указана тоника аккорда, то есть та самая нота, от которой он воспроизводится. В правой части тип аккорда или модификации в виде добавляемых или вычитаемых из его состава интервалов. Иногда в левой части рядом с тоникой приписывают бас, но это связано с обращениями аккорда и в данном блоке рассматриваться не будет. Добавить стоит только то, что какие-то общие правила для обозначения аккордов не предусмотрены, то есть их не существует. Музыканты из разных школ, музыканты с разным образованием могут писать их совершенно по-разному, руководствуясь разными привычками. Это может вызвать путаницу, но страшного в этом, в общем, ничего и нет. Типов аккордов реально большое количество, но так или иначе все они проистекают из базовых мажорного и минорного аккордов. Давайте посмотрим, как они обозначаются. Самое популярное обозначение для мажора – это его отсутствие. Также он может обозначаться большой буквой М, полным словом мажор, сокращением major, важно отметить, без какой-либо цифры, или академический мидюр. Для минора, соответственно, прописная М, полное слово минор, сокращение от минор и академическая моль. Что-то добавлять здесь, наверное, излишне. Для настройки гитары есть два инструмента. Первый из которых это камертон, второй это тюнер. Суть камертона в том, чтобы дать нам какую-то конкретную частоту. Например, ля 440 Гц, хотя можно выбрать любую другую, и по ней уже состраивать, подкручивая так, чтобы тон совпадал идеально. Камертон может быть цифровой, механический, и это не обязательно нота ля 440. Есть камертоны на разную ноту. И второй основной способ, более подходящий, это тюнер. Суть тюнера не в том, что он будет давать нам какой-то звук, а в том, что он будет определять имеющийся. То есть фактически просто слышать какую-то ноту, ну, не очень хорошо видно, но да ладно, и фиксировать ее положение относительно центра, то есть то, насколько близко частота соответствует идеальной. Также есть тюнеры прищепки. Тюнер в виде приложения, конечно, немного практичнее в том плане, что прищепку мы можем
случайно забыть, например, перед репетицией или каким-нибудь мероприятием. А телефон, как правило, никто нигде не забывает. Также есть еще и способы подстройки инструмента. С точной настройкой это, конечно, не связано, потому что определить с ухом точную частоту практически невозможно, если вы не абсолютник. А вот подстроить гитару всегда можно с помощью, например, сопоставления по пятому ладу. Что это значит? Это такой дедовский способ. Если мы зажмем пятый лад на шестой струне, мы получим ноту ля. Это та самая нота ля, в которую настраивается открытая пятая. При их совпадении можно считать, что гитара состроена в этой части. И спускаемся дальше по грифу, состраивая все струны между собой. Либо использовать флажолеты натуральные. Ну, это надо все-таки объяснять. И также есть способ подстройки по интервалам. Ну, это уже для опытных. Что это значит? Парные струны имеют интервал в кварту, если не считать вторую и третью. И звучит всегда одинаково. То есть соотношение частот всегда одинаковое. Если струна немножко будет расстроена, это соотношение у нас не выйдет. И мы можем просто, пользуясь ухом, состроить две струны, не прибегая к зажатию каких-то ладов или каким-то камертоном, или не тянуться за тюнером. Например, иногда помогает на сцене, чтобы не настраивать, глядя на какую-то маленькую штучку, тем более на сцене не достанешь телефон, зато по созвучию очень удобно. Просто сыграл, услышал и немножко подтянул. Но это все-таки больше для опытных, поэтому вывод каков? Пользуемся тюнером. Желательно, конечно, иметь тюнер в своем телефоне. Стоит отметить, что несмотря на весь ваш потенциал, на весь ваш энтузиазм, ничего не будет работать и никакие советы не будут помогать, если у вас беда с инструментом. Позаботиться о функциональном инструменте — это перво-наперво самое главное. Можно попросить помощи у какого-нибудь знакомого преподавателя или опытного гитариста, независимо от того, берете ли вы гитару на вторичном рынке или в магазине. Разницы нет. Гитару надо диагностировать, и это, как правило, могут сделать только опытные гитаристы. Гитара должна отвечать базовым требованиям в плане состояния грифа, состояния фурнитуры. Электроника здесь большой роли не играет, так или иначе все равно вы платите за это деньги. Инструмент, удовольствие не дешевое. Так что прежде чем начинать заниматься какой-то практикой, убедитесь, что ваш инструмент в полном порядке. Может быть, потребуется замена, может быть, потребуется техническое обслуживание. Совет очень простой, но очень-очень значимый. На этом, наверное, все.